Окей, Google, открой приложение «Лента виджетов». Всем привет, друзья! С вами канал Power Device, а это значит, сейчас будет очередной интересный и полезный ролик. Я покажу вам, как установить ленту виджетов на ваши смартфоны Xiaomi с глобальной прошивкой, в которых ее никогда не было. Это та самая лента виджетов, которую вырезают в глобальных версиях Xiaomi и оставляют, например, в китайских версиях, как дополнительную плюшку. Сейчас я покажу, как легко установить ее. Нам не понадобится никаких root-прав, бэкапов и так далее. Также рекомендую обязательно досматривать этот ролик до самого конца, так как в конце я дам вам два бонуса, которые касаются этой ленты виджета, и они вам несомненно понравятся. Ну а перед началом, друзья, попрошу, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, ведь очень большое количество постоянных зрителей смотрят мой канал без подписки. Вам это не сложно, а мне приятно. И не забудьте включить колокольчик. Итак, как я уже сказал, данную ленту виджетов вырезают из всех глобальных версий Xiaomi. У меня глобальная версия под индексом евро, буквы EU, и у меня она также была вырезана. На такие смартфоны раньше не предоставлялось возможным установить ленту виджетов. Но сейчас это ушло в прошлое, так как ленту виджетов уже можно устанавливать, и она абсолютно четко и полноценно работает. Мы можем полностью настраивать эту ленту под себя. Например, удалять лишние виджеты, а также через плюсик добавлять новые. И как я уже сказал, все эти виджеты абсолютно четко работают. Вам только остается подобрать те виджеты, которые вам будут помогать в управлении со смартфоном. Например, очистка памяти и так далее. Причем однозначно стоит отметить, что это не какая-то китайская версия. В ней все оптимизировано под глобальный рынок. Лента также поддерживает темный режим. Шаги, расстояния и калории также считаются правильно. Если хотите отключить виджет рекомендации, то нужно зайти в настройки и снять эту галочку «Популярные приложения». Также в ленте есть виджет быстрого запуска приложений. И вот здесь снизу есть графа рекомендуемых приложений. Чтобы ее убрать, зайдите в настройки и снимаем эту галочку. Чтобы настроить эти ярлыки, просто удерживаем здесь, нажимаем «Изменить». Перетаскиваем наверх те ярлыки, которые нам нужны для быстрого запуска. Теперь поговорим о том, как ленту виджетов правильно установить на ваши смартфоны Xiaomi, а также далее будут бонусы, как я и обещал. Итак, внизу под видео я оставлю ссылку на свой телеграм-канал. Там вы сможете скачать вот таких два файла. Первым нужно будет установить файл под названием MIUI App Vault. Он у меня уже установлен, поэтому сейчас я делать этого не буду. Далее просто устанавливаем второй файл App Vault Global 13.5.0. Скорее всего, у вас также попросит его обновить. Идем на рабочий стол, находим данный ярлык и кликаем по нему. Как я и говорил, лента виджетов устанавливается в один клик. Нажимаем «Согласиться». Пожалуйста, наша лента виджетов установлена на глобальную версию Xiaomi. Если вдруг на вашем смартфоне Xiaomi не устанавливается какой-то из файлов, попробуйте зайти в настройки, приложения, все приложения, нажимаем три точки «Показать системные процессы». В поиске пишем «Лента виджетов». И удаляем обновление с вашей ранее установленной ленты виджетов, если она у вас была установлена. А потом устанавливаем мои файлы, которые я вам дал. Теперь, друзья, о бонусах. Когда я вам сказал первым установить вот этот файл MIUI App Vault, это и есть первый бонус. Когда вы его установили, а это отдельное приложение, сделаем щипок на рабочем столе, зайдем в виджеты,
Так вот, после его установки в ваших виджетах появляется такой ярлык. Клацаем по нему, и на нашем главном экране появляется рабочий виджет подсчета шагов. Он абсолютно четко работает. Здесь можно изменять цель, а также просматривать длительность, расстояние и калории. И как вы могли заметить в начале видео, я запускал ленту виджетов несколькими способами, например, таким. Окей, Google. Открой приложение «Лента виджетов». Окей. Вы это можете делать точно так же. И здесь мы подходим ко второму бонусу, который заключается в том, что вы сможете запускать ленту виджетов прямо из шторки. Вот таким образом. Это очень удобно. Для того, чтобы это реализовать, вам нужно зайти в Play Market и скачать одно приложение. Называется оно Quick Settings. После установки приложения зайдите в него. Дайте все разрешения, которые там понадобятся. Далее нажимаем «Показать все». Здесь находим такие пункты: приложение, ярлык 1, приложение, ярлык 2 и так далее. Приложение ярлык 1 у меня занято, вы можете нажать на него, но я нажимаю ярлык 2. Enable Title. Приложение можно свернуть. Теперь открываем шторку, редактировать. Здесь в самом низу должно появиться приложение. Нажимаем плюсик, оно переносится сюда. Двигаем его в самый верх, куда вам удобно. Готово. Оно появляется в нашей шторке, нажимаем на него, немного ждем. Теперь здесь ищем наше приложение «Лента виджетов». Кликаем по нему. Теперь, как вы уже поняли, лента виджетов будет открываться с этого ярлыка, прямо из шторки. Ну и, конечно, таким образом в шторку можно добавлять очень много разных приложений. Пользуйтесь. Друзья, не забудьте подписаться на канал, ставьте лайк этому видео. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Всем пока!